Ответьте себе на вопрос, чего от новой орхидеи вы ждете больше всего? Быть может, это 1,5 десятка новых корней, пробивающихся из каждого сантиметра ствола орхидеи. Или, быть может, это новый, здоровый, глянцевый молодой лист. А может быть, вы ждете новое домашнее цветение, пока еще прежнее не завершилось? Признаюсь, на такой результат от применения своей новой разработки даже я не рассчитывала. Эти средства современная наука называет биогенными стимуляторами растительного происхождения. Какое из этих растительных средств дало такой потрясающий результат всего за 2 недели? Если вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это поможет каналу и алгоритмам YouTube в продвижении видео. И привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра». История жизни этой орхидеи у меня дома не длится годами. Этой истории всего 2 месяца, и началась она в середине февраля этого года. На этот раз моим приобретением стал фаленопсис азиатских производителей. Этот фаленопсис достался мне не в лучшем физическом состоянии. Практически каждый его лист был либо полностью сломан, либо надломан, либо разорван по центральной жилке листа. Цветы азиатского подростка в первом в его жизни цветении тоже выглядели далеко не лучшим образом. На момент покупки у фаленопсиса было 2 цветоноса. Первый с 3 порванными цветами, а второй с 3 бутонами. Если вы не первый день на этом канале, то наверняка знаете, что к покупному цветению фаленопсисов я абсолютно равнодушна. А вот к чему я не равнодушна, к чему отношусь с особым трепетом, так это к целостности листовых пластин растения. Если корни орхидеи легко и быстро можно нарастить, если цветоносы тоже дело наживное, то листья с орхидеей остаются на длительный срок. А от того, в каком состоянии листья орхидеи, зависит ее дальнейший образ жизни. В данном случае практически каждый лист орхидеи был травмирован, а это значит, что водные процедуры этой орхидеи были категорически противопоказаны. Смотреть на изуродованные цветы я тоже не собиралась, поэтому цветонос с поврежденными цветами я отрезала. Новички часто задаются вопросом, чем отличаются азиатские орхидеи от европейских. Отличить их достаточно просто. Азиатские орхидеи поступают в продажу вот в таких мягких силиконовых транспортировочных стаканах. Размер стаканов определяется по дну и исчисляется в дюймах. В таких мягких стаканах азиатские орхидеи выращиваются в мху. Орхидея, главная героиня сегодняшнего рассказа, росла в стакане, размер которого 3 дюйма, что соответствует взрослому растению. Полноразмерные европейские орхидеи чаще всего можно купить в пластиковых горшках диаметром 12 см. Европейские орхидеи могут быть посажены в любой субстрат, отличный от мха, в кору или кокосовый торф. Горшок из плотного пластика при этом остается неизменным атрибутом любой европейской орхидеи. В домашних условиях орхидея с обрезанным первым цветоносом распустила 3 бутона на втором цветоносе и начала планомерно терять тургор листьев. В это время, в феврале этого года, орхидея находилась на жестком карантине, поскольку никаких водных процедур и обработок с этой орхидеей я провести не могла. Кроме того, я берегла эту орхидею как экспериментальный экземпляр для своей новой разработки. Уже тогда я знала, что в другом городе Приморского края для меня приготовили сырье для создания нового биогенного стимулятора.
Судьбоносная для этой орхидеи встреча произошла 10 марта этого года, когда из одного города Приморского края в другой привезли растительное сырье. Я уже рассказывала вам, что искала это растение повсюду 3 года. Искала, нашла и даже показала вам в одном из предыдущих видео, как сделать настойку из этого растения. В комментариях под тем видео у меня спросили, есть ли времени ждать, пока приготовится настойка, нет. Можно ли использовать для орхидей водный настой этого растения? Тогда я с полной уверенностью ответила, что водный настой золотого уса можно использовать для орхидей, ведь на тот момент я его уже использовала. И в сегодняшнем видео я обязательно покажу вам результат использования водного настоя золотого уса и его водочной настойки. Коллизия душистая, именно так по-научному называется золотой ус. Коллизия душистая воистину уникальное растение, которое ученые определили в ряд биогенных стимуляторов растительного происхождения. И чем больше я изучала это растение, тем шире мне представлялся спектр его действия. Итак, что сделает золотой ус с вашей орхидеей? Во-первых, он простимулирует обменные процессы в ее организме. Во-вторых, укрепит иммунную и сосудистые системы орхидеи. И в-третьих, он очистит ее организм от патогенов. И именно этот тройной удар по всем позициям и показал воистину впечатляющий результат. Но прежде чем мы перейдем к результатам, я покажу вам, каким способом я готовила настой из листа коллизии. Чуть больше месяца живет золотой ус у меня дома, и за это время он показал себя как неубиваемое растение. В день получения листья с него я срезала и положила их в холодильник на 2 недели для ферментации холодом и для проявления всех его биогенных свойств. А голые стебли золотого уса я разрезала на вот такие части и поместила их в воду. Через 2 недели абсолютно все стебли зазеленели, на них появились молодые побеги. С учетом того, что все макушки я ранее посадила в субстрат, посадочного материала явно прибавилось. До посадки в субстрат этих молодых побегов руки у меня до сих пор не дошли, и на сегодняшний день они выглядят вот так. Такая живучесть и скорость роста золотого уса о многом говорят. Настой из первого листа золотого уса я приготовила спустя неделю его нахождения на дверце холодильника в темном пакете. Листья у золотого уса достаточно большие. Я использовала лист шириной 4 см, длиной 18 см. Для приготовления настоя потребуется всего 1 большой лист золотого уса и 1 стакан воды. Лист я разрезала на полоски шириной около полусантиметра. Для приготовления водного настоя я использую горячую кипяченую воду. Температура воды около 90 градусов Цельсия. Именно такая температура воды позволяет сохранить все самые ценные свойства золотого уса. Заливаем листья водой доверху. Быстро закрываем крышкой и настаиваем в тепле от 6 до 12 часов. Поскольку я использовала этот настой только на одном растении, готовый настой мне пришлось хранить. Как правильно хранить этот настой? Это удивительно, но благодаря своим свойствам этот настой можно хранить при комнатной температуре, не обязательно помещать его в холодильник. При этом настой не только не испортится, но и усилит свои свойства. Для того, чтобы еще больше усложнить задачу золотому усу, я пересадила орхидею после месяца адаптации дома.
Я, как всегда, посадила эту орхидею на фитиль в стандартный горшок диаметром 12 сантиметров. За первый месяц адаптации дома орхидея не проявила никакой активности. У нее не начался корневой рост и не появился новый лист. Таким образом, к началу использования настоя золотого уса на этой орхидее никакой активности у нее не было. В качестве субстрата для новой посадки я использовала на 2/3 прежний субстрат, добавив к нему кремниевит, пенопластовые шарики и кору средней фракции. О том, как наиболее щадящим образом адаптировать азиатских подростков и взрослые азиатские орхидеи к домашним условиям, есть отдельное видео на канале. И новичкам я не рекомендую тревожить орхидеи быстрой пересадкой. В данном случае было сделано исключение именно в целях усложнения задачи для золотого уса. Как он справится? А справиться ему предстояло с двойной задачей – адаптации и активации орхидеи у меня дома. Через 1 неделю полива орхидеи методом микрополива с помощью настоя золотого уса и я получила первый результат там, где его абсолютно не ждала. На обрезанном цветоносе орхидеи пробудилось сразу 2 почки. При этом орхидея цвела на 2-м цветоносе и отцветать совершенно не собиралась. При этом спиртовая настойка золотого уса продолжала стоять в темном месте и настаиваться. Ею я планировала обработать все травмированные места на листьях орхидеи, чтобы ускорить их рубцевание. Потом я еще 1 неделю поливала орхидею с помощью настоя золотого уса микрополивом, обязательно чередуя эти поливы с поливом чистой водой. Еще через неделю была готова водочная настойка золотого уса, и я стала использовать ее для обработки орхидеи. Настойку золотого уса на водке я не разбавляла, использовала ее так. Кисточку или ватную палочку я смачивала в настойке и обрабатывала ею все поврежденные места на листьях орхидеи и те места на стволе орхидеи, откуда я ожидала получить корни. Всем, кто интересуется народными средствами лечения людей, давно известны ранозаживляющие свойства золотого уса, и я решила проверить эти свойства на этой орхидее. Для ускорения процесса рубцевания тканей я смазывала все сломы-заломы и трещины на листьях орхидеи. Как я уже сказала ранее, первые результаты появились после недели обработок орхидеи средствами из золотого уса. Еще через неделю после ежедневного использования настойки из золотого уса результат был полным и воистину грандиозным. Вам интересно взглянуть на этот результат? Вы еще смотрите это видео? Тогда поставьте пальчик вверх под видео, если раньше вы этого не сделали. Это важно. Так чего вы ждете от вновь купленной орхидеи? Я от этой орхидеи ждала новых корней от ствола. Я объясню почему. Многие взрослые азиатские орхидеи полностью лишаются прежней корневой системы, будучи пересаженными в новые посадки. И мне было важно, чтобы орхидея начала формировать новую, абсолютно здоровую корневую систему уже в моих домашних условиях и в новой для нее посадке. Признаюсь, реальность превзошла все мои самые смелые ожидания. Корни у орхидей начали появляться буквально с каждого сантиметра ствола. Для продолжения эксперимента я мазала настойкой золотого уса ствол орхидеи все выше и выше, и корни появлялись все выше и выше. Я мажу, а они растут. И даже когда я прекратила мазать ствол орхидеи настойкой золотого уса, корни продолжали расти отовсюду. Когда я насчитала дюжину корней с 2 сторон ствола орхидеи, я
перестала использовать настойку золотого уса, а корни продолжали появляться. Полноценные, здоровые, полностью домашние корни с великолепным пигментом от загара. Да-да, вы не ослышались, корни орхидеи тоже могут загорать. И если растущие кончики корней ваших орхидей имеют цвет, отличный от зеленого, это не заболевание, это естественный пигмент орхидеи. Если бы от применения настойки золотого уса я получила лишь этот результат, я уже была бы довольна на 150%. Но этого орхидеи показалось мало, и помимо активнейшего роста корней, орхидея выпустила новый молодой лист. Напоминаю для всех сроки нахождения новых орхидей в карантине. И это не какие-то фиксированные дни, недели или месяцы. Орхидея находится в карантине до момента появления нового здорового листа. Появление здорового и неповрежденного листа – гарантия, что в центре розетки орхидеи нет кладок насекомых-вредителей. В данном случае вновь купленная орхидея находилась на карантине около 2 месяцев до появления нового листа. Еще один очень быстрый и очень важный для меня результат – это рубцевание всех трещин, сломов, заломов и разрывов листов. Очень часто у меня в комментариях спрашивают о водных процедурах для травмированных орхидей. Неужели их никогда нельзя будет купать? А я не устаю повторять, что водные процедуры противопоказаны лишь орхидеям со свежими травмами. Если заломы, трещины и разрывы подсохли и зарубцевались, такую орхидею вполне можно купать под душем и опрыскивать. Все раны и трещины после использования настойки из золотого уса выглядели великолепно. Они чистые, неповрежденные грибком, и такие раны, и такие листья вполне можно купать под душем и опрыскивать, чем я пренепременно воспользовалась в первые же дни. Я благополучно искупала орхидею под душем, и никаких негативных последствий после этого не было. Ну и воистину бонусным результатом стало развитие 2 ответвлений от обрезанного цветоноса на фоне продолжающегося цветения на первом цветоносе. На обрезанном цветоносе стали развиваться ответвления сразу из 2 меристем. Новые ответвления тоже не гладкие, на них уже заложены собственные разветвления. И все это вместе с адаптацией дома всего за 2 месяца после покупки. Вот вам и золотой ус. Корни, пожалуйста, пучком и в разные стороны. А если капнуть в центр розетки 5 капель настойки по известному методу канала, то и новый лист мгновенно появится. А если настойкой из золотого уса смазать меристемные почки на цветоносах, то из них появятся новые пышные ответвления. Вот такой тройной удар или тройной результат по всем статьям. Мне хватило 1 стакана настоя золотого уса на неделю микрополива. Настойка тратится еще более экономично. 3 года я собиралась и, наконец, сделала это. Я испробовала золотой ус на орхидеях и получила воистину грандиозный результат. Разумеется, золотой ус не единственное растение, которое можно использовать на орхидеях. И если вы не так давно попали на этот канал, я расскажу вам, что другие рецепты канала хранятся в отдельном плейлисте, который называется «Целебные снадобья для орхидей». Ссылку на этот и другие интересные плейлисты я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. И если вы тоже хотите получать такие результаты, обязательно присоединяйтесь к нам, нажав на кнопку «Подписаться».
А если у вас остались вопросы по использованию золотого уса на орхидеях, их вы можете задать в нашем телеграм-канале, который так и называется «Классика орхидейного жанра». Присоединяйтесь к нам и помните, что впереди у нас невероятно много интересного.